Лечение варикоза лучше осуществлять двумя путями сразу. Во-первых, нужно устранить причины ослабления венозной стенки и нарушения венозного оттока. Во-вторых, нужно восстанавливать уже поврежденные вены. На начальных этапах варикозная болезнь редко беспокоит. Однако наличие расширенных вен, даже если они еще не беспокоят, уже несет в себе опасность для жизни, так как в любой момент может возникнуть тромбофлебит. Тромбы, появившиеся в поврежденных венах, могут оторваться и попасть в жизненно важные органы, что зачастую приводит к смерти. Существует первичное и вторичное варикозное расширение вен. Первичное связано со слабостью или нарушениями венозной стенки. Развитию заболевания способствуют беременность, ожирение, длительное пребывание в положении стоя, врожденная слабость соединительной ткани, ношение чулок с тугими резинками. Вторичное варикозное расширение возникает в результате нарушения венозного оттока, когда клапаны не справляются со своей работой, а также при опухолях и травмах. При варикозной болезни поврежденные клапаны позволяют крови проникать в поверхностную венозную систему, в результате чего там происходит повышение давления, что приводит к их расширению. Ток крови замедляется, уменьшается питание тканей кислородом, возникают язвы. Причины заболевания. Наследственная слабость сосудов. Длительные статические нагрузки. Малоподвижный образ жизни. Прием гормональных препаратов. Гормональные нарушения. Беременность. Травмы ног. Поднятие тяжести. Курение. В группу риска входят люди, которые в течение рабочего дня часами стоят на ногах, находятся за рулем, сидят за компьютером и тому подобное. В сидячем положении вены, расположенные в верхней части бедра и малом тазу, оказываются частично пережатыми. Значит, движение по ним замедляется. Поэтому сидячие профессии тоже в конечном итоге приводят к возникновению и развитию этой болезни. При этом рискуют одинаково и молодые, и пожилые люди. Также в группе риска находятся те, кто носит высокие каблуки, спортсменки, чьи занятия связаны с большой нагрузкой для ног, парикмахеры, продавцы, официанты и представители других профессий, которые много времени проводят стоя, любители кофе и алкоголя. Диагностика варикоза в домашних условиях. Если к концу рабочего дня вы чувствуете тяжесть в ногах или они отекают, значит, это уже первые признаки проблем с венами. Заметные глазу изменения в венах обычно начинаются с появления сосудистых звездочек. В дальнейшем происходят необратимые процессы в больших венах. Они выходят на поверхность, их стенки в некоторых местах истончаются, и они выглядят узловатыми. Основные признаки заболевания. Боли в ногах, ощущение тепла и жжения в ногах по ходу вен, тяжесть в ногах, расширенные вены, отеки ног в вечернее время, потемнение и уплотнение кожи голеней, ночные судороги в ногах, трофические язвы. Профилактика и лечение в домашних условиях. Если у вас есть начальные признаки варикозной болезни, то соблюдение достаточно простых правил позволит замедлить, а в некоторых случаях и избежать ее дальнейшего развития. Первое. Не увлекайтесь горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. Все перечисленное снижает венозный тонус и ведет к застою крови в нижних конечностях. Второе. Больше двигайтесь. Существуют виды спорта, которые полезны при этом заболевании. Это плавание, быстрая ходьба, легкий бег, прогулки на велосипеде, аэробика. Третье. Нормализуйте вес. Особенно подвержены варикозу люди, которые страдают избыточным весом. В кровеносных сосудах полного человека находится больше крови, чем у человека с нормальным весом, поэтому на такие сосуды приходится слишком большая нагрузка. Четвертое. Не носите обтягивающей одежды, чулок и носков с тугими резинками, так как это ведет к сдавливанию вен. Пятое. Равномерно чередуйте нагрузки. Никогда не оставайтесь надолго в одном и том же положении. Если ваша работа сопровождается долгим сидением за столом и вы долго стоите, то следует чаще менять положение ног, шагать на месте, вращать стопы. Шестое. Употребляйте клетчатку. Клетчатка действует как дворник, удаляя шлаки и предотвращая запоры.
Включите в рацион продукты, богатые клетчаткой, или добавляйте в пищу клетчатку в виде отдельной добавки. 7. Ограничьте потребление соли, чтобы избежать отечности. 8. Не носите обувь с каблуками и вообще тесную обувь. 9. Обливайте ноги холодной водой после работы. Это частично снимает отечность. 10. Если вы чувствуете тяжесть в ногах вечером после рабочего дня, во время сна и отдыха ноги следует держать в приподнятом состоянии. 11. Когда вы отдыхаете, читаете книгу, смотрите телевизор, закидывайте ноги повыше. Можете положить высокую подушку или валик. 12. После душа или принятия ванны ноги ополосните холодной водой. Если вы не больны варикозом, а только предрасположены к нему, для профилактики полезным будет ежедневный самомассаж с мягкими поглаживаниями и разминанием ног снизу вверх. Если диагноз варикозное расширение вен уже поставлен, массажные процедуры ног противопоказаны. Упражнения при варикозе. Эти несложные упражнения вы можете выполнять, даже занимаясь повседневными делами. 1. Подъем на носки. Исходное положение. Стоим прямо. Стопы параллельны друг другу и прижаты одна к другой. На счет раз поднимаетесь на носки. На счет 2 опуститесь в исходное положение. Повторить 20-30 раз. 2. Подъем носки врозь. Исходное положение. Стоим прямо, пятки вместе, носки врозь. На счет раз поднимаетесь на носки. На счет 2 опуститесь в исходное положение. Повторить 20-30 раз. 3. Подъем пятки врозь. Исходное положение. Стоим прямо, носки вместе, пятки врозь. На счет раз поднимаетесь на носки. На счет 2 опуститесь в исходное положение. Повторить 20-30 раз. 4. Еще одним полезным упражнением является велосипед из положения лежа на спине. Очень важно при выполнении данного упражнения выпрямлять ноги до конца. Здоровое питание при варикозе. Основные правила питания. Мясо должно быть нежирных сортов, вареным или тушеным. Избегайте употребления сладостей после еды и в перерывах между основными приемами пищи. Йогурт употребляйте с пониженным содержанием жира и сахара. При выборе сыра отдавайте предпочтение нежирным сортам. Ограничьтесь 30-60 граммами не чаще 3 раз в неделю. Употребляйте хлеб из пшеничной муки грубого помола. Сократите потребление вредных жиров, сахара, соли. Ограничьте потребление майонеза до минимума или исключите совсем. Не употребляйте алкоголя, никотина и кофеина. Их употребление способствует расширению сосудов и замедляет отток крови. Дополнительные правила. Никогда не готовьте на уже использованных ранее жирах. Пейте в день не менее 2 литров жидкости. При меньшем потреблении в тканях возникают застойные явления. Пейте воду мелкими глотками в течение всего дня понемногу. Перед основным приемом пищи за 20-30 минут выпейте стакан холодной воды. Не пейте во время еды. Если без питья обойтись невозможно, пейте очень медленно и только теплую воду или соки. Непременно пейте воду до и после физических нагрузок. Ужинайте за несколько часов до сна. Всегда придерживайтесь умеренности в еде. Полезные продукты. Из растительных продуктов полезны все. Витамины С и Е являются составляющими коллагена, соединительной ткани вен и венозных клапанов. Включите в рацион рыбу, свежие фрукты и овощи, продукты с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов. При варикозе часто наблюдается недостаток в организме магния и калия. Их источником могут стать орехи, пшеничные отруби, крупы, капуста, картофель, смородина, клюква, крыжовник, курага. Обогащают вены питательными веществами и делают их более эластичными проросшие зерна пшеницы и ржи, горох, фасоль, зеленый лук. Особое внимание стоит обратить на чеснок. Было проведено почти 30 научных экспериментов, в ходе которых проверялось влияние чеснока на кровь.
Доказано, что если принимать чеснок в течение некоторого периода времени, можно ожидать повышения уровня рассасывания внутрисосудистых тромбов на 50%. Помимо улучшения рассасывания тромбов в крови, чеснок также не дает тромбоцитам увеличиваться и уплотняться, а значит образовывать новые тромбы. Ежедневно съедайте вместе с пищей 2-3 зубчика чеснока. Это способствует очищению сосудов от отложений, укреплению их стенок и профилактике варикозного расширения вен. А какие вы знаете способы лечения варикоза? Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией в комментариях.